Ну вот, Подорожанский опять, наверное, будет нудить по поводу своей электрической Теслы. Да, буду, но только не по поводу своей. В другом кармане у меня еще один ключик от Теслы. Это Tesla Model X, да еще в исполнении Signature. Это означает, что она из первой 1000 электромобилей, которые недавно были выпущены во Фримонте. Это завод в Калифорнии. А вот, это не крыло чайки, они это называют крылом сокола. И я подозреваю, это обернулось для инженеров такой головной болью, смотрите, еще надламывается вот там, что выпуск электромобиля задержали, почти на 1,5 года. И стоила ли игра свеч? Смотрите, я думаю, что под этой дверью крышей, не шибко сутулясь, разместился бы и Сабонис. А когда садишься на заднее сиденье, то... регулировочки. Начинаешь думать, что это лучший автомобиль для людей, страдающих артритом. Не молодых людей и, конечно же, очень состоятельных. Садишься и встаешь, как в автобусе, в троллейбусе, конечно, закрывается дверца вот так. А если артритом поражены и верхние конечности, тоже почти автоматически. Пойдемте посмотрим, что спереди. Кстати, как вам мордаха-то? Вы знаете, не к ночи будь сказано, мне это немножко напоминает Hyundai AX35. Капот, и не очень-то и капот, а на самом деле, смотрите, багажник, а главное, что он еще выполняет функцию энергопоглощающей зоны на случай, если, не дай бог, случится лобовое столкновение. Пошли посмотрим, что сзади. Сзади, кстати, обратите внимание, есть вот такой вот спойлерок. Он при включении зажигания... Господи, какие термины подбирать? Какие-то новые нужно при разговоре об электромобилях. Он приподнимается, и понятно, что при таких формах, да еще при заявке на высокие скорости, должны были возникнуть проблемы с аэродинамикой, и вот какими-то дополнительными элементами их попытались решить. Я соврал, когда сказал, что те сиденья задние. На самом деле здесь еще есть третий ряд. Вот, поехали. Ну-ка, еще раз. Кто там? А теперь смотрите, я нажимаю на тормоз. Опаньки! Вас еще не катали на мощном электромобиле, но главный трюк — это, конечно же, ускорение. И сейчас я включу режим Insane. Одно из значений этого слова звучит как душевно больной, а есть еще, кстати, опция смехотворная скорость. Так вот, в режиме смехотворной скорости добавляется еще 60% пиковой мощности. Итак, режим драйв и полный газ. Следите за показаниями спидометра, когда мы разменяем 100, а затем посмотрите и когда мы разменяем 200. Засекли? Не успели. Накануне наши эксперты сделали измерения с профессиональным оборудованием. И представьте себе, 100 километров в час Tesla Model X набрал не за обещанные 4 секунды, а за 5,4 секунды. Возможно, это связано с тем, что по мере обновления прошивок электромобиль их получает автоматически, приоткрываются какие-то новые возможности, какие-то новые функции. Я не исключаю, что через пару дней придет новое обновление, которое немножко повысит предел по ускорению, а заодно и повысит предел по максимальной скорости. Если вы обратили внимание, вот когда я показывал спидометр, мы достигли 208 или 209 километров в час, и все, вышли на плато. Быстрее электромобиль не разгонялся, хотя в паспортных данных обещано, по-моему, там 250 или 249 километров в час. Пока вот так. Кстати, посмотрите потом коротенький ролик, который записал Сергей Знаенский, какой трюк он проделал со своим айфоном
Я тоже жалел о том, что не слышу при разгоне хорошего сочного звука, и жалел примерно 2 недели. А потом продал свой Porsche 911. О, как магнитик выскочил вот отсюда. Так, открываем еще одну секцию. И такое впечатление, что еще одна. О, зеркальце с подсветочкой. Девочкам понравится. Так, магнитик тоже выскочил. Встал на место. Кстати, сами тесловцы уверяют, что с точки зрения аэродинамики по коэффициенту лобового аэродинамического сопротивления Model X это лучший из кроссоверов. Они его называют кроссовером, хотя мне кажется, он больше тяготеет к венам или к мини-венам. И они же говорят, что это и самый быстрый кроссовер. Правда, эти заявления были сделаны до того, как появился 600-сильный Bentayga. Я, кстати, хотел накануне вытащить его на полигон, но в представительстве еще не успели поставить на номера машины, но мы это сделаем попозже. Так вот, у Bentayga, если по паспорту, разгон до сотни занимает 4,1 секунды, а максималка 301 км в час, опять же по паспорту. Но поскольку бьют, как известно, не по паспорту, мы еще проверим это здесь. И, может быть, к тому времени и Model X получит новую прошивку. Управляемость! Скажите, вас это впрямь интересует, когда мы говорим об автомобилях такого рода? Смотрите. Самая тяжелая здесь батарея. Она расположена очень низко. Здесь пол-сэндвич, а значит очень низкий центр тяжести. Значит минимальные крены и минимальные клевки или задирание носа соответственно, при торможении и при разгоне. Дальше. У нас спереди пустой багажник, как мы видели, сзади пустой багажник, то есть массы сдвинуты ближе к центру, а значит у нас еще маленький момент инерции вокруг вертикальной оси, то есть нужно потратить мало энергии на то, чтобы изменить вектор скорости. По сути дела, этого уже достаточно, чтобы управляемость была хорошая. Добавим сюда великолепную, на мой взгляд, настройку электроусилителя руля, и вы получите прекрасную управляемость. Ведь по компоновке этот автомобиль напоминает Формулу-1, не так ли? Интересная штука с плавностью хода. Смотрите, тележка та же, что и на S-ке. Но здесь срабатывает эффект маятника. С одной стороны, сами по себе вертикальные ускорения вроде бы невелики, но вот поперечные колебания, в силу того, что моя голова расположена здесь гораздо выше, они уже оборачиваются гораздо более высокой амплитудой. И из-за этого автомобиль производит впечатление, ну нет, конечно же не валкого, но, скажем так, менее спортивного. То есть на нем-то и быстро ехать не хочется. Но не могу себе отказать в удовольствии провести один эксперимент. Смотрите, там снаружи колесико заднее вывесилось, нет? Так, водительская дверь открылась. Уже хорошо. А диагональное вывешивание стоит, шатаясь, но стоит. Посмотрим, что с багажничком. Ну, с Богом, Model X. Чуть-чуть замялся, но открылся и закрылся таки без видимых перекосов. Ну и теперь пошли посмотрим. Фух. Крыло сокола. Ну, взмахни, сокол. Открыл. И где кнопочка-то? Так, чик. Поправил, вставил на место и закрыл. Как говорит молодежь, зачет. Поехали. Конечно, здесь, как и в моей Тесле, практически всеми второстепенными функциями ты управляешь с помощью интерактивного экрана. И все же главное достоинство этих дисплеев в том, что
По мере обновления, по мере того, как будут получаться новые прошивки через интернет, они будут тоже немножко новыми. То есть они уберегают электромобиль от эффекта опостылевшей жены, ну или опостылевшего мужа. Каждый месяц чуть-чуть новенькая, чуть-чуть по-иному решена приборная панель. Здесь какие-то новые штришочки появились. А вот что касается времени зарядки, то я вам совершенно искренне ответил бы: нисколько. Ну хорошо, 10 секунд на то, чтобы вставить зарядный пистолет, еще 10 секунд на то, чтобы его изъять. Смотрите, когда электромобиль заряжается, я обычно занимаюсь какими-то другими делами или не занимаюсь ими. Ну, например, сплю. И этого времени за глаза и за уши хватает для того, чтобы электромобиль зарядился. Ну, а общее правило, если интересно, примерно таково. Вот этот электромобиль, он американец, да, то есть он заряжается однофазным током, ну, в нашем случае напряжением 220 вольт. Так вот, все зависит от того, какая мощность или какой ток вам доступен. И вот сколько ампер вам доступно, столько же километров каждый час при зарядке вы будете прибавлять к запасу хода. Ну, смотрите, обычная так называемая евророзетка, там ток зарядки где-то 12 ампер. Соответственно, каждый час 12 километров. Я могу заряжать машину еще и в редакции. Там уже 40 ампер. Соответственно, каждый час прибавляет уже 40 километров. И меня, по большому счету, даже не волнует наличие или отсутствие зарядной инфраструктуры. Ну, а теперь поговорим о грустном. Смотрите. Вот этот вот электромобиль именно в этой версии стоит в Москве 220 тысяч долларов. Ну, конечно, в рублевом эквиваленте. И ведь трудно упрекнуть продавца в алчности, потому что таможенная пошлина, которую хотели было отменить для электромобилей, отменили. Так, в общем, таможенная пошлина составила около, если не ошибаюсь, 48%, в общем, около 50%. Ну вот вам и декларация нашего отношения к электромобилям и к заботе об экологии. Но это еще не все. Транспортный налог. Я посчитал. 115 800 рублей. Транспортный налог на экологически чистый электромобиль. Ну, все понятно, да? Зато в Москве электромобилям разрешено бесплатно парковаться вот в зоне этого парковочного пространства. Кстати, европейские версии, они вот-вот появятся, их уже можно будет заряжать трехфазным током, то есть в 2 с лишним раза быстрее. И к тому же у них будет нормально работать навигация, потому что здесь, ну, карту показывает, причем это Google карты показывают пробки, но, собственно, функции навигации, чтобы привести к тебе к цели, здесь нет, а в европейских машинах это и... Ну, наверное, сам факт обладания электромобилем должен указывать на то, что его владелец такой завзятый гаджетоман, ну, не знаю, может быть, я исключение, у меня вот до сих пор 5-й iPhone, и то он у меня появился только потому, что вдребезги разбился 4-й, а 4-й, в свою очередь, появился потому, что украли 3-й. И вот я сейчас, находясь за рулем этого новейшего электромобиля, размышляю, очень ли мне хочется. Я все-таки думаю о трешке. Это Tesla Model 3, которая совсем недавно на таком почтительном расстоянии была показана в Америке. За нее уже многие люди внесли предоплату $1000, чтобы через 1,5 годика получить. Я, правда, предоплаты не вносил. А вот мой старый приятель, Никита Небылицкий, он сейчас живет в Испании. Так вот, он заплатил $2000, чтобы получить 2. И вот я думаю, Никит, ты, если чего, один ты мне продашь? Это же в какой-то мере и я подсадил тебя на электротему. Ну, давайте еще раз признаем очевидное.
электромобилизация приняла необратимый характер. Смотрите, через год-полтора выйдет полностью электрический кроссовер Jaguar, кроссовер Audi, появится седан, тоже полностью электрический Volvo, ну, на основе S90, появится полностью электрический седан Porsche. Что касается вот этого, ну, то ли кроссовера, то ли вена Tesla Model X, то если попытаться в двух словах, впечатление таково. Он для фанатов электромобилей, но, как это ни парадоксально звучит, существенно более старшего, более преклонного, если хотите, возраста. Ну, а поэтому я, с вашего позволения, пока остаюсь при своих. Это Model S, причем заднеприводный, еще из первых партий, до новых и ярких. Здесь, кстати, дверь нужно закрывать самостоятельно, ручками. Ну и пока, слава богу, сил на это хватает.